Недомогание, о котором пойдет речь, является спутником большинства беременностей. Им страдают 3 из 4 женщин, причем только у одной из них симптомы ограничиваются тошнотой. У 2 других вместе с ней приходит рвота. А поговорим мы сегодня о токсикозе беременных. Здравствуйте, мои хорошие. Токсикоз беременных – это целый комплекс изменений патологического характера в организме беременной женщины. Токсикоз стал почти синонимом беременности. Иногда он выступает даже в роли раннего диагностического теста. Утренняя тошнота или острая реакция на запахи подсказывают женщине, что наступил долгожданный момент, и она скоро станет мамой. Так что означает это состояние, сколько оно длится и можно ли сделать так, чтобы оно не осложняло самый волнующий и прекрасный период в жизни женщины? Понятие токсикоз беременных включает обширную группу осложнений, связанных с развитием плодного яйца и исчезающих после родов или прерывания беременности. Хотя токсикоз очень распространенное явление, его точные причины до сих пор не выявлены. Существует множество теорий, пытающихся объяснить данное состояние. Токсическое, нейрорефлекторное, гормональное, психогенное, иммунологическое. Согласно токсической теории, возникновение патологических симптомов вызвано отравлением материнского организма токсическими продуктами, вырабатываемыми плодным яйцом, или образующимися при нарушении обменных процессов. По мнению сторонников нейрорефлекторной теории, развитие раннего токсикоза беременных связано с раздражением, растущим плодом рецепторов внутреннего слоя матки, что в свою очередь стимулирует рвотные и обонятельные центры, а также зоны, осуществляющие регуляцию деятельности пищеварения, кровообращения, дыхания, секреции и так далее. Гормональная теория объясняет возникновение токсикоза беременных повышенной выработкой хорионического гонадотропина, гормона, который начинает вырабатываться после имплантации эмбриона в стенку матки на 6-8 день после оплодотворения яйцеклетки. С точки зрения психогенной теории, развитию раннего токсикоза беременных более подвержены эмоциональные и впечатлительные женщины, у которых токсикоз может развиваться на фоне переживаний, связанных с беременностью. Иммунологическая теория основывается на взглядах, что плодное яйцо для беременной является чужеродным по антигенному составу организмом, в ответ на который у женщины вырабатываются антитела, вызывающие токсикоз. Все эти теории в определенной степени правы и взаимодополняют друг друга. Также стоит отдать должное теории, согласно которой токсикоз вовсе не заболевание, а наоборот эволюционное преимущество. И действительно, когда он начинается? На ранних сроках, то есть именно тогда, когда плод наиболее уязвим к токсинам. При этом организм беременной реагирует на самые опасные запахи – мясо, рыба, потенциальные источники паразитов, вредных бактерий, алкоголь, сигаретный дым, другие остро пахнущие продукты питания, бытовую химию и так далее. Получается, с помощью токсикоза организм говорит вам о том, что при беременности, особенно в первом триместре, нужно очень внимательно следить за своим питанием и здоровьем. Как правило, токсикоз не оказывает ни малейшего воздействия на развитие плода. Даже наоборот, некоторые исследования показывают связь между токсикозом и вероятностью выкидыша. У беременных, страдающих от тошноты и рвоты, она ниже, чем у женщин, которые на ранних сроках избежали этого недуга. Как видите, у всего есть свои положительные стороны. В медицине принято выделять ранний, поздний, а также редкие формы токсикозов. Под ранним токсикозом беременных понимают осложнения, развивающиеся в первом триместре, с первых дней до 12-13 недели беременности. Под поздним токсикозом нарушения, возникающие в третьем триместре, с 26 по 27 недели до родов. К симптомам раннего токсикоза беременности относят тошноту и рвоту. Это классические признаки, которые невозможно спутать с чем-то другим. Тошнота может возникать по утрам, после приема пищи или определенных продуктов, при эмоциональном перенапряжении, при смене положения тела или при других обстоятельствах. Приступы тошноты могут проходить без последствий, а могут завершаться рвотой. Во втором случае женщина испытывает временное облегчение. По мере развития беременности этот симптом обычно проходит к 12-15 неделе, но иногда может продолжаться в течение второго триместра.
При этом одни раздражители могут перестать вызывать тошноту, а им на смену приходят новые. Например, запах жареных продуктов больше не вызывает неприятных ощущений, но слюнотечение и рвота могут начинаться из-за укачивания в транспорте или от слишком теплой погоды. Повышенную реакцию на запахи. Ароматы становятся одной из основных проблем для беременной, которая страдает от токсикоза. Тошнота и рвота могут начаться от самых разных обонятельных раздражителей. Для одних это запах жареной рыбы, для других – аромат прежде любимых духов, а третьи и вовсе ощущают, например, зловоние, когда никто из окружающих его не слышит. Головокружение. Этот симптом может быть вызван многими обстоятельствами, от душного помещения и тесной одежды до перемены положения тела и прочего. На разных сроках головокружение возникает по разным причинам. Если в первом триместре организм может реагировать таким образом в ответ на гормональные изменения, то во второй половине беременности головокружение часто становится следствием временного сбоя в работе вестибулярного аппарата. Смещение центра тяжести тела из-за увеличивающегося живота может вводить в заблуждение органы, отвечающие за равновесие и ориентацию в пространстве. Головные боли. Этот симптом также обусловлен гормональной перестройкой в организме будущей мамы. Но важно контролировать обстоятельства, которые провоцируют или сопровождают головную боль. Так, если она приходит вместе с повышением или понижением артериального давления, для врача это сигнал о том, что следует уделить больше внимания сердечно-сосудистой системе беременной, обследованию почек и так далее. Непереносимость отдельных продуктов. Некоторые продукты, даже прежде любимые, могут вызывать приступы тошноты. Иногда не обязательно даже потреблять их, достаточно одного вида, например, рыбы или ее запаха, чтобы ощутить сопротивление в желудке. С учетом выраженности рвоты выделяют несколько степеней раннего токсикоза беременных – легкую, умеренную и чрезмерную. Легкая степень. Будущая мама испытывает не более 5 приступов тошноты в течение суток. Они могут заканчиваться рвотой или нет. Но в целом ни на качество жизни, ни на состояние здоровья будущей мамы не влияют. Вне таких приступов она может питаться полноценно и разнообразно, пить достаточно жидкости, и все показатели беременности соответствуют норме. Умеренная степень. При второй степени тяжести токсикоза беременная испытывает до 10 приступов тошноты или рвоты в день. При этом она ощущает выраженное ухудшение самочувствия при потреблении некоторых продуктов, от резких запахов, при поездке на автомобиле или общественном транспорте. При таком токсикозе важны врачебный контроль и оценка массы тела будущей мамы. В случаях, когда вместо набора веса наблюдается его снижение, речь идет о дефиците питательных веществ. Их не хватает не только маме, но и малышу. Одним из проявлений токсикоза второй степени может стать появление неприятного запаха при дыхании, который указывает на нехватку в организме глюкозы и воды. Чрезмерная степень. Количество приступов рвоты достигает 25 и более раз в сутки. У беременной наблюдается сильная слабость, учащенный пульс, снижение массы тела на 5-10 кг за короткий срок. Результаты лабораторных исследований указывают на то, что почки матери уже с трудом справляются с нагрузками. К редким формам раннего токсикоза беременных причисляют дерматозы, которые чаще протекают по типу кожного зуда. Зуд при беременности может быть локальным в области вульвы или распространяться на все тело. Выраженный и постоянный зуд кожи сопровождается бессонницей и раздражительностью. Диагноз раннего токсикоза беременных устанавливается с учетом жалоб, объективных данных и результатов дополнительных исследований. У женщин с признаками токсикоза производится исследование клинического анализа крови, биохимических показателей, общего анализа мочи. Показано измерение суточного диуреза, контроль пульса, ЭКГ и артериального давления, подсчет частоты рвоты. Легкая форма токсикоза беременных не требует госпитализации. При умеренной и чрезмерной рвоте необходимо лечение в стационаре. В легких случаях беременной рекомендуется соблюдение психологического и физического покоя, прием седативных препаратов, валерьяны, пустырника, витаминов, противорвотных средств. Питание беременной с токсикозом должно быть дробным, легко усваиваемым, небольшими порциями.
При повышенном слюноотделении полезно полоскание рта фиторастворами с дубящими свойствами, настоями ромашки, мяты, шалфея. Есть несколько простых методов, которые могут облегчить симптомы токсикоза. Вот некоторые из них. Полноценный сон. Недосып может стать усугубляющим фактором. В этот период беременным необходимо спать не менее 8 часов в сутки. Правильная диета. Токсикоз реагирует на резкие запахи и вкусы. Поэтому на ранних сроках будущей маме нужно исключить из рациона жирные, копченые, острые блюда, ограничить потребление жареного мяса и рыбы. Проще говоря, убрать все то, что и без беременности бросает серьезный вызов пищеварению. Особый режим питания. При токсикозе рекомендуется есть мало, но часто, около 5-6 раз в день. Еду нельзя сильно разогревать, все блюда должны быть комнатной температуры или лишь чуть теплыми. Обильное питье. Рвота является причиной обезвоживания организма, и потерянную жидкость необходимо восполнять. Во время токсикоза при беременности нужно выпивать не менее 2 литров воды в сутки, но только не газированной. Прогулки. Неспешные прогулки на свежем воздухе тоже могут помочь. Если в обычной жизни вы редко ходите дальше припаркованной машины, пересматривайте свои привычки. Йога. Активные занятия спортом слабо совместимы с токсикозом, а вот йога очень даже, и она может принести облегчение. Имбирь. Непонятно, в чем причина, но имбирь помогает. Некоторые мамы также отмечают благотворное влияние на ранних сроках отваров из мяты и ромашки, воды с медом или лимоном. Важно! В случае частой рвоты 5 и более раз в сутки следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. На фоне подобных проявлений токсикоза беременных может возникнуть тяжелое обезвоживание, сопровождающееся нарушением работы печени, сердца и почек. Смертельно опасным осложнением может стать развитие желтой атрофии печени. У пациенток с тяжелым токсикозом нередко происходит самопроизвольное прерывание беременности. В большинстве случаев проявления раннего токсикоза стихают к 12-13 неделе беременности. Однако о профилактике токсикоза необходимо помнить еще до зачатия. Для этого следует грамотно подойти к планированию беременности, избавиться от лишнего веса, придерживаться диеты с небольшим содержанием жиров, вести активный образ жизни. Доказано, что физическая форма напрямую влияет на проявление токсикоза. Чем комфортнее чувствует себя и чем лучше выглядит женщина, тем меньше риск возникновения токсикоза. Постарайтесь уже на первых неделях беременности пройти медицинское обследование и получить у своего врача все нужные консультации. А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!